Ну и погодка. Может, вернемся в таверну? Нет, не пойду. Там общество невоспитанное. Ну, с обществом мы как-нибудь разберемся. А потом платить за разбитую мебель. Да. Ладно, тогда куда пойдем? Я знаю тут одно тихое место. Идем. Да, нежить знает толк в тихих местах. Идем. Нам сюда. Сезам, откройся. Ой, надо же, гости. Дикарь, знакомься. Это моя подружка Марта. Марта — это дикарь. Здрасте. Это твоя подружка? Ты не говорил, что у тебя есть подружка? Ты еще такая, одни кости. Подружка? Ты же обещал на мне жениться, Архол. Я вам не мешаю, ребят? Ой, что это я? У меня гости, а я тут стою. Проходите, мальчики, проходите. Чем вас угостить? Есть настойка из поганок, на закуску стейк из зомби и кости гоблина в маринаде. Нет, 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 спасибо. Мы только что из таверны. Как насчет еще одной занимательной истории? Вот это дело. История? О, я тоже с удовольствием послушаю. История третья. Забытая дорога.
6, 7, 8, 8? А где же Ламми? Ламми! Ламми! Вот тупая овца! Опять отбилась от стада. Отец, Ламми опять отбилась от стада и, похоже, забрела в лес. Я пойду искать ее. Нет, я пойду. Скоро уже совсем стемнеет, и в лесу станет опасно. Ты лучше помоги муку погрузить. Дорогой, ты куда-то собрался? Скоро ужин? Джим говорит, что эта несносная овца Ламми опять потерялась. Пойду ее искать, пока совсем не стемнело. Постараюсь успеть к ужину. Будь осторожнее в лесу, дорогой. Так, ну и куда ты побежала, грязная тварь? Нарутник. По этой дороге уже много лет никто не ходил. Ах, Беляр, как не хочется лезть в эти дебри, да еще и ночью. Но остаться без овцы я тоже не могу себе позволить. Что это было? Ой, что только ночью не померещится. Помоги.
Привет! Тебе не темно тут без огня? Ты не видел здесь овцу? Серенькую такую, кучерявенькую. Дуреха убежала с пастбища в лес. Ну, не хочешь отвечать, не надо. Я тогда, пожалуй, дальше пойду. Ламми искать. Ламми — это моя овца, я говорил. Ничего не понимаю. Почему нету крови? Зачем ты меня убил? Зачем ты меня убил? Ты же сам первый напал. Я не хотел с тобой драться. Мне надо было только пройти. Зачем ты меня убил? 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 Но ты же стоишь и разговариваешь. Зачем ты меня убил? Да что ж ты ко мне прицепился, Белерова отродье? А? Не подходи! Не подходи, я сказал! Зачем ты меня убил? Проклятье! Нет, так нельзя. Надо успокоиться. Кто здесь? Ты кто такой? Я Хорст, христианин. Ищу тут свою овцу. Она убежала в лес и... Понятно. А подкрадываться зачем? Как зачем? Страшно. Увидел огонь. Вдруг тут разбойники или нечисть какая? Понятно. Есть хочешь? Хочу. Но кто ты, госпожа? И что делаешь здесь в эту пору? Меня зовут Вильдана. А что я тут делаю? Разве не видишь? Суп варю. Видно, ты уже давно живешь в этих местах. Ой, давно. А от кого ты так убегал? Я слышала, как ты ломился сквозь заросли. Даже подумала сперва, что это медведь. Там, на дороге, я встретил странного человека с седыми волосами.
Он напал на меня, хотя и не сделал ему ничего плохого. Мне пришлось ударить его топором, но он этого даже не заметил и погнался за мной. Зачем ты меня убил? Да, это он. Это седой Рупи. Говорят, когда-то он работал на мельнице Отиса. Знаешь, где это? Нет, госпожа, я плохо знаю эти места. Если бы ты сразу от перекрестка пошел не прямо туда, где встретил Рупи, а свернул налево, потом направо, то вышел бы прямо к мельнице. И что произошло с этим Рупи? Почему он стал таким? Не знаю точно. Вероятно, кто-то его убил. Я слышала, что он помогал мельнику Отису доставлять муку на рудник и в таверну. Однажды он пропал. А вскоре после того, как люди покинули эти места, Рупи объявился в своем нынешнем виде. Так здесь есть еще и таверна? Да, но это в самой глуши, посреди леса за болотами. Вряд ли ты сможешь пройти туда, минуя Рупи. Тогда мне нужно попасть в таверну. Возможно, там кто-нибудь видел мою Лами. Может быть, есть способ проскользнуть мимо Рупи? Возможно, Отис, хозяин мельницы, сможет тебе подсказать, если он еще живой. Понятно. Теперь ты расскажи о себе, госпожа Вильдана. Кто ты и как оказалась в этом лесу? Вот и суп поспел. Бери, ешь. Ешь. Мой отец, Гектор, был управляющим здешнего рудника. Однажды, в начале лета, я решила его навестить. Взяла несколько охранников и отправилась в путь. По дороге на нас напали разбойники, и нам пришлось бежать лесом, спасаясь. В конце концов, мы заблудились и вынуждены были заночевать в лесу. Мы развели костер, и потом я уснула. И что было дальше? Дальше я проснулась. Меня разбудил холод, костер давно погас, а угли засыпала опавшая листва. Рядом никого не было, я осталась одна. Долго металась по лесу, пытаясь выбраться к людям. Все оказалось тщетно. Куда бы я ни шла, все пути переводили меня в лес. Подожди, ты же говорила, госпожа, что отправилась к отцу в начале лета. Какая же в это время может быть опавшая листва? Все верно. Уснула я в начале лета, а проснулась посреди осени. С тех пор и живу в этом лесу. Со временем мне даже стало здесь нравиться. Но как такое могло произойти? Хотела бы я знать ответ. А еще бы понять, в кого я превратилась за эти годы. Так чего такого особенного в этой твоей овце, что ты забрался из-за нее в такую глушь? Лами породистая овца. Я отвалил за нее кучу монет. Хочу с ее помощью улучшить свое хозяйство, когда она даст приплод. Тогда я смогу выдать своего сына Джима за Елену. Кто такая Елена? Елена — невеста моего сына, дочь зажиточного фермера Анара с Хариниса. Этот старый скряга сказал, что не выдаст свою дочь за моего сына, если у него не будет достойного приданого. Вот ради счастья сына я и решил расширить свое хозяйство. Я бы рада помочь тебе, да только не знаю, где искать твою Ламми. Может, ее уже сожрали дикие звери. Ты и так помогла мне, госпожа. Накормила, обогрела. С чего бы мне просить большего? А знаешь, наверное, я все же смогу тебе помочь еще кое-чем. Вот, возьми это зелье. Выпей его, когда тебе покажется, что все вокруг не такое, каким видится. Зелье позволит тебе открыть правду. Еще раз спасибо, госпожа. Скажи, госпожа, что значат твои слова
Понять бы, в кого я превратилась. Видишь ли, зимой я чувствую холод, но замерзнуть не могу. Испытываю голод и жажду, но могу обходиться без еды и питья. Я сплю и вижу сны, однако могу не спать вовсе. Я не могу заболеть, а раны затягиваются на мне без всякого следа. Видишь это платье? Я была в нем в ту ночь, когда все это произошло со мной. Оно даже не пачкается. Иногда мне кажется, будто я нежить или призрак. Мне пора идти. Я должен попасть на мельницу. Пойдем, я выведу тебя на дорогу. Ну вот, теперь не заблудишься. Перекресток в той стороне. Запомни, сперва налево, потом направо. Благодарю, госпожа. Пошел отсюда! Фу, в этом лесу даже зверье какое-то одержимое. В одиночку на человека бросается. Надо выбираться отсюда, а то не равен час стану как седой Рупи или Вильдана, призраком этого леса. На рудник, на мельницу. Как тебе моя мельница? Впечатляет? Ты здешний мельник? А что, не видно разве? Меня Отисом зовут. А это моя красавица. Ты сам-то кто таков будешь? Меня зовут Хорст. У меня ферма неподалеку от этого леса. Ламми, овечка моя, убежала, вот я и... Понятно. Давненько ко мне живые люди не захаживали.
Я-то нынче совсем тут один. С мельницей с трудом управляюсь. Да еще Рупи, работник мой, запропал куда-то. Гляжу, ты спросить что-то хочешь? Ты не видел тут мою овечку? Нет, не видал. Сюда забредают только дикие звери и еще... Ну, это не важно. Куда же она могла деться? А как ты стал призраком? Ведь это произошло в тот день, когда весь лес оказался проклят? Да, я в тот день много работал. Очень устал. Да еще и Рупи куда-то запропастился. К вечеру я просто упал на койку и уснул. Потом наступило утро. Я встал и собрался убрать постель. А на ней лежало мое собственное тело. Мертвое. То есть ты просто умер? Когда кто-то просто умирает, его душа отлетает к Иносу или к Белиару. Уж кто что заслужил. А я, как видишь, остался на своей мельнице в виде призрака. Так что, сдается мне, это была не просто смерть. А что случилось с Рупи? Я встретил его на лесной дороге. Он напал на меня и все время спрашивал, кто его убил. Вот значит как. Его убили. Не знаешь, кто его мог убить? Откуда мне знать? Вероятно, разбойники. Накануне того дня, когда все это произошло, я посылал его в таверну с заказом. Понимаешь, Рупи не такой, как все. Он хоть и обладал редкостной силищей, но умом он был словно ребенок. Возможно, кто-то напоил бедолагу и ограбил. В таверне много всякого сброда ошивается. Кто бы его не убил, теперь он превратился в настоящее чудовище, и мне ни за что не пройти мимо него. Рупи? В чудовище? Живой или мертвый, Рупи остается добрейшим созданием в этом лесу. Просто бедняга запутался и, наверное, напуган. Если встретишь его, просто скажи, что я давно жду его, и мне нужна его помощь. Ладно, скажу. А ты Вильдану знаешь? Какую еще Вильдану? Это женщина, которую я встретил здесь в лесу. Женщина? В нашем лесу? Ночью? И что она делала? Суп варила. Суп? Женщина? Ночью в этом лесу? Что ты такое несешь? Да? Она угостила меня супом и рассказала о себе. Послушай, друг, думаю, ты уже достаточно успел узнать наш лес, чтобы понять, что это не самое дружелюбное место на свете. Посмотри на себя. Ты ободран, перепуган до такой степени, что уже не можешь бояться еще сильнее. А эта женщина, по твоим словам, преспокойно варит суп посреди ночного леса, будто так и надо. Знаешь, мой нынешний вид способен многих довести до обморока. Но существо, о котором ты рассказываешь, вызывает оторопь даже у меня. Ладно. Ты что-то говорил о таверне. Расскажи, пожалуйста, как туда пройти? Чтобы попасть в таверну, от первого перекрестка надо двигаться прямо. Хозяина зовут Фабио. Но если твоя овца попала в загребущие ручонки Фабио, ты ее сможешь найти только у себя в тарелке в виде жаркого. А почему у твоей мельницы такой сложный механизм? Моя мельница намного проще. О, я рад, что ты оценил мою красавицу. Это самая лучшая мельница в здешних краях. А может, и во всей Миртане. Я вложил в ее постройку кучу золота. Вот, смотри сюда. Тут обычные большие жернова. Такие есть на любой мельнице. Но мука из них выходит слишком грубая. Поэтому у меня здесь дополнительная пара жерновов поменьше, которые делают самую тонкую муку.
и это еще не все. Если подключить вот эту часть механизма, то опускается шестеренка, которая приводит в действие крупорушку. Смотри. Зазор между ее жерновами можно менять и делать несколько разных видов круп. Теперь поднимемся наверх, и я тебе покажу, как хитроумно сделано устройство для подачи на жернова. Спасибо, почтенный Отис. Я узнал много полезного. Пожалуй, мне пора идти. Искать бедняжку Ламми. Ты что, хочешь меня обидеть? Вот уж чего я не хочу, так это обидеть призрака. Вот, смотри. Видишь этот короб? Сюда высыпается то, что нужно размолоть. А вот эта шестерня приводит в действие колесо с лопатками. Оно нужно для равномерной подачи на жернова. Ни разу такого не видел. На других мельницах все приходится делать вручную. Я же говорил, что другой такой мельницы не отыскать. Подойди поближе, взгляни, как работает колесо. Но это же... Это... А что я могу поделать? Зерно мне теперь никто не поставляет. Но мельница-то должна работать. Вот и приходится довольствоваться тем сырьем, которое удается здесь найти. Я даже свои собственные кости отправил в жернова. Ох, неохота мне снова с седым Рупи встречаться. Посмотрю, куда ведет эта дорога. Ламми вполне могла и туда побежать. Беляр побери. Обратно здесь не забраться.
Эх, это всего лишь маленький островок. А ну, слезь с меня! А? Кто здесь? Кто со мной говорит? Ослеп, что ли, дылда? Да это я! Разве ты видишь здесь кого-то еще? Разве бывают говорящие мясные жуки, да еще такого размера? Ты же меня слышишь и видишь? А раз так, то выходит, бывают. Впрочем, я уже ничему не удивляюсь. А тебя за каким гелером занесло в наши гиблые места, двуногий? Овцу свою ищу. В лес убежала. Думаешь, решила в болоте попастись? Ничего я не думаю. Просто забрел сюда и свалился с обрыва. И как тебе здесь? Мокро. А ты забавный. Пожалуй, я поболтаю с тобой еще немного. Что это за летающие огни над болотом? Я из-за них сюда и свалился. Ты что, блуждающих огоньков никогда не видел? Ну как же, видел раза два. Издали. Они, говорят, опасные. Только те простые были. А эти какие-то разноцветные, носятся туда-сюда. А, это у них сейчас нерест. Они на нашем болоте плодятся и потом разлетаются по всей округе. Ты их не бойся. Они в эту пору вообще ничего не замечают и никого не трогают. Вот попал бы ты в наше болото осенью, уже был бы мертв. Мне и сейчас как бы здесь не сгинуть. Не подскажешь, как выбраться на берег? Самый короткий путь. Отсюда пойдешь прямо, вскоре попадешь еще на один островок, потом на следующий. Если не собьешься с пути, то так и выйдешь на берег. Потом свернешь налево, а там и до тропы недалеко. Понятно. Может, лучше тут рассвета дождаться? Глядишь, утром и лами отыщу быстрее. До рассвета? Ха-ха. Если ты до рассвета не сделаешь то, ради чего пришел в этот лес, то останешься здесь навсегда. Откуда знаешь? Да уж знаю. Тогда мне спешить надо. Прощай. Счастливо! Заглядывай, если станешь одним из нас. Хе-хе. Пусть Инес упокоит тебя, бедняга. Это та тропа, по которой я пришел. Или нет?
Дом нежить какой-то. Похоже, тут давно никто не живет. Разработка экспериментального зелья превращения в ползуна почти завершена. Осталось найти подопытного, который за небольшую горстку монет согласится провести на себе необходимые тесты. А пока запру его в сундуке. На днях ко мне приходил посыльный от управляющего рудником. Почтенный господин Гектор сетует на то, что рудокопы часто болеют от сырости и рудной пыли, да и его самого мучает подагра. Учитывая, что я единственный алхимик на всю округу, он просит меня помогать целебными зельями за хорошую плату. Обещает даже оборудовать для моей работы отдельную комнату на руднике. Деньги для моих исследований и влиятельное покровительство господина Гектора мне не помешают. Придется идти на рудник. Сегодня проснулся и собрался опять идти на рудник, но это невероятно. За ночь лес изменился до неузнаваемости. Опустился какой-то туман, который не рассеивается даже днем. Дикие звери стали выходить на дорогу средь бела дня и даже подходить к моей хижине. Но самое жуткое, в лесу появилась нежить. Я прошел по дороге лишь несколько десятков шагов, как из кустов выскочил скелет Прокориса. Я еле унес ноги, пока не рискну отходить от хижины далеко. Больше не могу сидеть здесь один в неведении. Как рассветет, попытаюсь пробраться к таверне. Может, хоть там кто-то уцелел, и я смогу найти ответы на многие вопросы. По дороге идти не рискну, но зато я знаю путь через болото. Надеюсь, боги будут ко мне милостивы, и я доберусь до таверны живым. Ага, кажется, я кое-что нашел. А это, наверное, то самое экспериментальное зелье. Возьму, пожалуй, может пригодиться. Зачем ты меня убил? Зачем ты меня убил? Да не убивал я тебя. Тебя Отис ищет. Помнишь его? Отис. Ты ведь у него работаешь? Это же тебя зовут Рупи. Рупи. Работаю. Отис мне плату должен за месяц. Ну вот и пойди к нему и потребуй плату. Схожу. Отис сказал, что посылал тебя в таверну. Ты был там. В таверне был. Назад шел. Сзади по голове. Потом душить. Это был не ты? Нет, не я. Меня тогда в этих краях не было. Надо искать, кто меня убил. Обязательно надо искать. Но сначала сходи к Отису. Скажи, что отнес заказ в таверну и потребуй плату. Да, сначала схожу. Подожди, хотел у тебя спросить. Тут овечка не пробегала? Овечка пробегала. За ней волки гнались. Волки? Ну да, волки. Я их во враг побросал. А овца где? Не знаю. Пока волков ловил, она дальше по дороге побежала. Ну ладно. Спасибо. Иди, тебя Отис ждет.
Эй! Эй! А тебе овечка зачем? Ты хочешь ее убить? Нет, что ты, я ее спасти хочу. Спасать? Тогда я тоже пойду спасать. Ой, Иннос, этого мне только не хватало. А как же Отис? Плата? Забыл? Плату надо забрать. Я схожу к Отису, а потом мы пойдем спасать овечку. Ты меня здесь подожди. Конечно. Ламми! Тут и Белиар побери. Это баран. Доброй ночи. Добрый, добрый. Ты откуда такой взялся? Из леса? Хо-хо, да ты храбрец, еще и везунчик. Из леса мало кто живым выходит. Может быть, ты нежить? Или оборотень? Вроде нет. Ха, парни! Этот чудак еще и сам толком не понял, нежить он или нет. Клянусь Инносом, это лучшая шутка за сегодняшнюю ночь. Чем могу быть полезен, почтенный незнакомец? Ты Фабио? Конечно. И отец мой был Фабио, и дед тоже. Гляжу, мое заведение пользуется славой далеко за пределами этих мест. Чем могу быть полезен? Хочу кое-что спросить. Не забегала ли сюда овечка? Я ее ищу. Овечка? Нет, не забегала. Барашка вот я купил вчера, было дело. Погоди-ка. Эй, Густав! Ты что, тушу еще не разделал? Какую еще тушу? Баранью тушу! А, баранью. Нет, прости, хозяин, забыл про нее совсем. Ты, Белиаров, недоумок! Баран что, до сих пор снаружи лежит? Его же зверье сожрет там! А ну бегом! Извини. Так что ты там говорил про овцу? Да сбежала проклятая. Вот хожу по лесу ищу. К нам овцы из леса редко забретают. Точнее, никогда. Оттуда все больше хищное зверье лезет или кто похуже. Прости, но овцы не видел. Так ты что-то заказывать будешь, почтенный?
Да, пожалуй. Налей-ка мне пиво. Еще? Давай. А то такое чувство, словно и не пил вовсе. Пиво будто испарилось по дороге. Если нужны какие-то сведения, то за них придется заплатить отдельно. И сколько же стоят твои сведения? 20 монет за один вопрос. Сколько? Да ты с ума сошел. Извини, почтенный, я не торгуюсь. Но можешь не сомневаться. На любой твой вопрос я отвечу честно. А если не знаю ответа, то и золото брать не стану. Вижу, ты разумный человек. Понимаешь, знания дороже золота. Так что ты хотел узнать? Как так вышло, что лес оказался проклят? Почему это произошло? Ладно, раз обещал отвечать честно, то расскажу все, что мне известно. Проклятие пришло с рудника. Не знаю, что там случилось, но что-то очень нехорошее. Это было так, словно все вокруг затопило ядовитым туманом. Он искажал, извращал все вокруг. Ну, будто бы все становилось не таким, как на самом деле. А сердцем этой беды был рудник. Это все, конечно, любопытно, но мои золотые ты пока не заработал. Припомни, не случилось тогда чего-то особенного, необычного? Необычного? Ну, разве что один чудак по прозвищу Седой Руппи нашел в тот день кольцо. Какое кольцо? Красивое такое, очень старое по виду. Руппи тут всем похвастался своим сокровищем. Где он его нашел, не знаешь? Вроде неподалеку тут, возле перекрестка. И где это кольцо теперь? Седой говорил, что оттащит его Фергусу и обменяет на какое-то редкое зелье. Что еще за Фергус? Алхимик. Он в лесу жил отшельником. А в последнее время работал на руднике, лечил рудокопов. Но не дошел. Похоже, его убили из-за кольца. Ну да, не дошел. Так что, я заработал твои монеты? Вполне. Только скажи мне еще, ты не знаешь, кто убил этого Руппи? Знаю, но это уже второй вопрос. Гони еще 20-ку, и я с удовольствием тебе отвечу. У меня больше нет денег. Не переживай, почтенный. Другой раз принесешь золото, и я все тебе расскажу. Выпей вот лучше, за счет заведения. Я их уже довольно давно не видел. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Я их уже довольно давно не видел. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Лучше не говори, не надо. Не нужно верить всему, что говорят. Лучше не говори, не надо. Не нужно верить всему, что говорят. Я их уже довольно давно не видел. Лучше не говори, не надо. Чем могу быть полезен, почтенный незнакомец? Выпей его, когда тебе покажется, что все вокруг не такое, каким видится. Зелье позволит тебе открыть правду. Эй, незнакомец, что у тебя там? С собой выпивку нельзя приносить. Это лекарство от мигрени. А, ну ладно.
Будешь что-нибудь заказывать, почтенный? Нет, ничего не буду, спасибо. Ну, как знаешь. А то есть копченая кабанина и уха, пиво, вино, джин. Ой, ну спаси. Парни, сдается мне, он что-то заподозрил. Похоже на то. Глянь, как его корежит. Да куда он теперь денется? Держи его! И ничего себе выпил пивка. Ну и что я смог узнать? Где Ламми, я так и не выяснил, но одно понятно. Меня этот лес не выпустит, пока я не разгадаю его тайну. А как ее разгадать? Беллер его знает. Вроде бы проклятие пришло с рудника. Да и Рупи в тот день туда собирался вместе с кольцом. А при чем тут кольцо? И откуда оно вообще взялось на дороге посреди леса? От Мракориса мне не убежать. Кажется, это конец. Зелье превращения в ползуна почти готово. Осталось найти подопытного.
если обернулся зверем, то сможешь пронести самого Баала. Ну, говори! Ты же не можешь говорить. Это мы сейчас исправим. Говори. Что говорить? Зачем пришел сюда? Я всего лишь искал свою овечку, но этот лес заколдован и не выпускает меня. Разумеется, не выпускает и не выпустит. Никто не должен из него выйти, пока мне не вернут то, что отсюда украли. Что у тебя украли? Кольцо! Эту гробницу осквернили и украли кольцо! Чем оно так дорого тебе? Не мне! Это кольцо принадлежало могущественному заклинателю демонов, который жил в нашем мире много сотен лет назад. А чем оно было так дорого ему? Ты задаешь слишком много вопросов для жалкого червя! Впрочем, ладно. Твоя помощь мне может понадобиться. Я тебе отвечу. Это кольцо предназначалось для возлюбленной того колдуна. Они жили в древнем городе, который назывался Еркендар. Однажды девушку обвинили в том, что она ведьма, и казнили. Колдуна тогда не было в городе. Он искал свадебный подарок для своей возлюбленной, то самое кольцо. Когда он узнал о ее смерти, он поклялся отомстить. И месть его была действительно страшна. Колдун заключил сделку с самим Велиаром. В обмен на его душу Велиар выкрал меч, содержащий часть его сущности, и назвал меч Коготь Велиара. Меч был способен порабощать душу своего владельца. Колдун подбросил этот меч своим собратьям. Впрочем, это долгая и веселая история. Но кончилось все тем, что их бог, которому они поклонялись, Агнес, разгневался на своих почитателей и смыл Еркендар с лица земли. Когда колдун умер, то самое кольцо было захоронено здесь, вместе с ним. А при чем здесь ты? При том, что этот заклинатель демонов был очень могущественным колдуном, и перед своей смертью он связал со мной особое заклятие. Если кто-то попытается осквернить его гробницу и похитить кольцо, то я должен явиться из царства демонов, чтобы вернуть это кольцо и покарать воров. Теперь кольцо пропало, и я, сам Баал, лорд демонов, должен торчать в этой Велиаром забытой дыре, пока это проклятое кольцо не будет возвращено! Ах, как же я зол! Я знаю, где искать это кольцо. Где? Оно здесь, в этой шахте. Но точного места я пока еще не знаю. В шахте? И оно было здесь все эти годы? Похоже на то. Откуда ты знаешь? Да так, поспрашивал тут немного подумал и догадался. Принеси мне его. Я могу его найти, только зачем мне это делать? Что? Ты смеешь спорить со мной? Да я разорву тебя на куски! Ты вот столько лет здесь сидишь, почему сам не пошел и не нашел кольцо?
Я не могу покинуть эту пещеру! Заклятие держит меня здесь! Вот видишь? Значит, я нужен тебе живой. Я предлагаю заключить сделку. Чего ты хочешь? Сними проклятие с этих мест. Чему ты смеешься? Ты мог бы попросить богатства, магических способностей или исполнения заветной мечты. Но ты выбрал то, что и так произошло бы. Проклятие само спадет, когда я покину ваш мир и вернусь в царство демонов. Может, тогда изменим условия сделки? Нет, уговор есть уговор. Иди и принеси мне кольцо. Тогда я уйду, и проклятие рассеется само собой. А если я не принесу кольцо? Ничего. Тогда я подожду следующего. У меня в запасе вечность. А вот ты останешься в этом лесу навсегда в виде призрака. А как я пройду мимо ползунов? Они же меня сожрут вместе с твоим кольцом. Подожди, сейчас сделаем. Готово. Теперь можешь пройти. Чарта свободна от тварей. Один из рудокопов, которого я лечил от рудной лихорадки, поведал мне, что на днях при разработке одного из штреков они наткнулись на какую-то пещеру. В самой пещере они обнаружили древнюю гробницу. Управляющий рудником господин Гектор приказал ее распечатать. В самой гробнице они нашли чей-то скелет и каменный сундук с сокровищами, которые Гектор объявил собственностью короля. Однако между собой рудокопы шептались, что самые красивые и дорогие вещи из склада управляющий не передал в казну, а отослал с надежными людьми в город, где у него жила дочка Вильдана, девица на выданье. С тех пор, как обнаружилась гробница, на руднике начали происходить странные события. Участились несчастные случаи, обвалы шахты, а несколько рудокопов вовсе бесследно исчезли. У меня изрядно прибавилось работы, и лечебных зелий уже не хватает. Придется завтра идти в свою хижину за ингредиентами. Только что ко мне заходил седой Руппи, работник с мельницы. Этот несчастный при его внушительном облике обладает разумом ребенка. Он, несомненно, осознает это и тяготится своим несовершенством, на которое ему не устают указывать окружающие. Бедняга вбил в свою неразумную голову, будто я могу сделать его умнее при помощи особого зелья. Сегодня он притащил мне кольцо, которое, по его словам, нашел в лесу. На вид оно довольно дорогое. Правда, у него хватило ума похвастаться своей находкой в таверне мерзавца Фабио.
Даже сказал, что по пути сюда от таверны его преследовали какие-то странные личности, но он смог запутать свои следы. Я сказал ему, чтобы он был осторожнее. Кольцо рупий оставил мне, попросив взамен зелье ума. Я попытался объяснить, что такого средства пока еще не изобрел ни один алхимик, но он мне не поверил. Пришлось дать ему успокоительного и велеть принимать каждый день по несколько капель. Может быть, так он будет обращать меньше внимания на насмешки и почувствует себя более умным. Это, конечно, обман. Но что я еще могу для него сделать? Вот значит, как все было. Принес? Принес. Да, это оно. Ну, теперь готовься к смерти. Как это? Сейчас я тебя убью и съем твою плоть, а душу подарю владыке тьмы. За что? Я же тебе кольцо нашел и освободил тебя. Кольцо-то ты нашел, но о том, что останешься в живых после этого, уговора не было. Когда заключаешь сделку с демонами, надо более четко оговаривать условия. Но... Что но? Говори, дам тебе последнее слово. Ты говорил, что у кольца есть волшебное свойство. В чем оно заключается? Ну, раз таково твое последнее желание, если это кольцо подарить кому-нибудь, то он будет желать увидеть подарившего, никогда не сможет причинить ему вред или обмануть. Но для этого кольцо обязательно должно быть подарено. Таково волшебное свойство кольца. Ну все, мне пора домой, а ты умри. Ну что ж, даже если я умру, пусть этот подарок напоминает тебе о нашей встрече, лорд Паал. Какой еще подарок? Кольцо. Это был мой подарок тебе. Это не подарок, глупец! Ты просто выполнил свою часть сделки. Да, но ты свою часть сделки не выполнил. Проклятие пока еще не снято. А раз так, то это подарок. Хитер наглец. Диваку, древняя магия кольца действует даже на меня. Подожди, это что получается? Я теперь буду желать тебя увидеть? Только не это! Мне что, теперь мучиться вечно? Зачем вечно? Только до тех пор, пока не выполнишь свою часть сделки. Но я могу выполнить свое обещание, только вернувшись в царство демонов. Вот и возвращайся. Ну, теперь, кажется, все. Теперь лес, наверное, выпустит меня. Наконец. Осталось найти Лами, если она еще жива, и можно возвращаться домой. Здесь ужасно холодно. Зайти, что ли, на мельницу, обсушиться?
Вот так дела. Не обманул, выходит, Баал. Снял проклятие. Похоже, это строение уже никому не пригодится, а мне поможет согреться. Ну и куда мне теперь идти? Обратно в таверну? Или, может, домой? Вряд ли бедняжка Лами смогла пережить ночь в этом лесу. А, не можешь достать! Госпожа Вильдана? Хорст, я уже полночи ищу тебя по всему лесу. А ты сначала в ползуна превратился и давай мне угрожать своими жвалами. Теперь факелом прямо в морду, то есть в лицо. Но Муракорис? Это мое проклятие. Как только удаляюсь от своей поляны на несколько сотен шагов, так сразу оборачиваюсь Муракорисом. Правда, раньше у меня не получалось превратиться обратно в человека, пока не вернусь на свою поляну. А сегодня, стоило пожелать, и я снова стала собой. Наверное, это из-за того, что лес больше не проклят. Лес? Проклятие леса исчезло? Так вот в чем дело. Кольцо. Ты говоришь, оно заставляет стремиться к тому, кто его подарил? Отец тогда прислал мне драгоценности и записку, в которой сообщил, что это сокровище из найденного им на руднике клада, и что это теперь мое приданное. Я тогда примерила это кольцо, и мне непременно захотелось поблагодарить отца лично, и тогда я спешно засобиралась к нему на рудник. Ну а дальше ты знаешь. А тут как раз из царства демонов вылез этот Баал, кольца не нашел и проклял все, до чего дотянулся. Вероятно, все так и было. Но ты сказала, что искала меня? Ах да, я же нашла твою овечку. Правда? Где она? Пасется на опушке леса. Идем, покажу. Я наткнулась на нее неподалеку от своей поляны вскоре после того, как ты ушел. Забилась в колючие заросли, бедняжка, и блеяла там от страха. Я отвела ее на опушку к ручью, там она в безопасности. Ты пойдешь со мной назад к людям? Нет, надо сперва привыкнуть к своему новому положению. Кажется, я снова начала испытывать холод, голод и страх, как и любой человек. Поселюсь пока в хижине алхимика Фергуса, а потом видно будет. Ламми! Испугалась маленькая? Ну все, сейчас пойдем домой.
Какая трогательная история. Я сейчас расплачусь. Сейчас начнется. Знаешь, Архол, я все слушала и думала о нас с тобой. Ты меня совсем забыл. Так редко навещаешь. Я уже не помню, когда ты в последний раз дарил мне подарки. Ну вот, началось. А мое платье? Оно совсем истлело. Все кости видно. Даже твой друг-дикарь это заметил. Марта! А украшения? Их еще в прошлом веке стащил какой-то расхититель могил. Как думаешь, там дождь закончился? Пойдем посмотрим. Мальчики, куда же вы? Даже настойку из поганок не попробовали.